Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях прима-балерина с очень яркой карьерой Екатерина Радина. Екатерина, я как человек, который был только 2 раза в Большом театре и видел там 2 раза балет, я ничего не понимаю. Расскажите нам, что такое балет глазами примы? И 1 раз со мной. Ну, был такой момент. Ну, для меня балет — это синоним красота. Вот, наверное, все эпитеты, которые можно сказать, все, что связано с красотой, это и есть балет. Ну, об этом можно разговаривать, наверное, очень долго, но синоним красоты. Но помимо балета там еще есть музыка, там есть эмоции. Ну, балет, конечно же, состоит из музыки, музыкальной части и актерской, исполнительской. Конечно же, это классическая музыка, Чайковский, как правило. Ну, синтез музыки и танца, да. Но это все о красоте. Ну, а движения? Вот движения, они тоже ведь важны. Вот я, допустим, не понимал, что такое движение до того момента, как вот сходил с тобой, ты мне начал объяснять, что это такое, что каждое движение что-то значит. Это некий язык. Ну да, конечно, мы посещали Жизель как раз-таки, и я вот тебе объясняла, что каждый жест руки, порой даже каждый взгляд обозначает какую-то смысловую, имеет нагрузку. То есть нету простых каких-то там телодвижений. Также есть техника, есть пируэты, прыжки, пуэте, это все, что захватывает зрителя, наверное. Но также есть, это называется такая миманс, когда жест руки обозначает какой-то именно смысл, дает. Кать, вот я знаю точно, да, что когда я прихожу на балет, я погружаюсь во вселенную балета. Дети тоже приходят, скорее всего, для них какое-то шоу, да, какое-то яркое шоу. А вот для тебя, когда ты вот была на сцене, расскажи, что это такое, быть вот на сцене и танцевать балет? Ну, изначально это была моей, наверное, мечтой. Я достаточно рано станцевала в качестве солистки, то есть я вела спектакль. И, ну, это была моя цель, мечта и, наверное, причиной прихода в этот вид искусства. Поэтому, ну, зал весь, если говорить о зрительном зале, то это просто черная стена, ты ничего не видишь. Ну и погружение полностью в сюжет, в то, что ты танцуешь. Там порой бывает, что балерина умирает на сцене. Чаще всего сюжет о любви. Ты так же, как настоящий актер, погружаешься в сюжет. У нас, кстати, одним из основных предметов это мастерство актера. То есть это достаточно сильная должна быть часть, такой скилл, мастерство актера. Помимо всего того, что там многие руки, красота, рост и всякое такое. Ну, вот я помню, ты мне рассказывала историю, что вот ты как-то изначально знала, что ты станешь все-таки примой, да, вот я предполагаю, что талант и вообще сцена балета, она немножко другая, что вот если мы сравним с актерами, да, того же самого кино, то у тебя была какая-то яркая эмоция, яркое чувство, что ты, возможно, станешь все-таки примой. Расскажи вот про это. Ну, да, я изначально так сказала, по-моему, маме, что, ну, это настолько тяжелый вид деятельности, тяжелая профессия. Она раньше, кстати, сравнивалась с работой шахтера, только балерины видят свет, ну, то есть над землей парят, а шахтеры внизу. Что я сказала так: я буду или примой, или мне тогда эта профессия абсолютно неинтересна. То есть кардебалет, вторые партии. Но это лично мое, это, наверное, зависит от характера. У меня и так во всем. В принципе, это лично мое индивидуальное. Я знаю, что сейчас очень большое количество девочек танцует в кардебалете, они полностью счастливы, им это нравится, это действительно прекрасно. То есть каждому свое, наверное. Ну вот пусть ребенка, да, он же очень тяжелый в балете. Я знаю, ты сейчас именно работаешь с детьми, да. Вот расскажи, как вот происходят и твои именно мастер-классы, вот твое образование, плюс как вот ты сама к этому приходила? Вот через что нужно ребенку пройти, чтобы стать примой? Ну, в детском возрасте жизнь практически как у футболистов. Это жизнь в интернате специализированный, там у них спортивный, у нас это, ну, хореографический интернат, где, допустим, мальчики живут на 1 этаже, девочки на 5. У нас есть нянечки, режим, это все в одном, то есть общеобразовательная школа и спецпредметы в одном
находятся в корпусе. И, ну, все по расписанию. Я вообще так отношусь, наверное, ко всему, что возьми любую профессию, вот если быть где-то профессионалом, то везде тяжело, не то, что только в балете такое. Поэтому все по расписанию, каждый с утра до вечера ты занят, тебя обучают не только хореографии, но и музыкальной грамоте, вот как я до этого говорила, мастерству актера, игре на рояле. Там даже у нас были такие предметы, как запись танца, допустим, как записать на листе бумаги вальс. Вот попробуйте в голове придумайте, как записать вальс, допустим, танцует там 35 человек. И вот чтобы рисунок танца сохранить, там они раньше делали специальными какими-то своими знаками, они выстраивали на бумаге рисунки, и благодаря этому мы сейчас это знаем. Я так предполагаю, что тоже, когда вот вы проходите вот это обучение, все-таки вам говорят, что балет — это русское, да, это наше российское такое, скажем так, родное, да. Расскажи, что такое вот балет для России? Балет — это бренд. Русский балет — это бренд, и я это поняла, будучи не в России. Когда я жила за границей, я поняла, насколько действительно наш русский балет ценится, вызывает действительно восторг, потому что когда где-то здесь у нас переизбыток, не то что переизбыток, для нас это норма, находясь особенно в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России, то за границей, сказав балерина и русская балерина, это как действительно бренд. Это сразу же печать, что сделано хорошо. То есть это профессионально. То есть знак качества у нас точно есть. Да, То есть мы можем сказать, да, что да. балет равно Россия. Это, в принципе, то, что Да. каждому иностранцу известно. Да, Да, но поэтому... я даже проверяла это. Я так люблю общаться с иностранцами в плане такого расширения кругозора. Вот мне всегда было интересно, как они относятся к нашей стране, вот, к там, балету. Вот нас, я так поняла, что нас весь мир знает по русскому балету и по водке. Подумал. Ну, у меня точно такое же, да, я долгое время прожил за границей, я понимаю, что когда ты начинаешь говорить о балете, там появляется и водка, скорее всего, да, Да. и люди нас очень сильно так и понимают, вот. Да. Знаешь, вот у меня вопрос такой к тебе, более технический. Представь, ты выступал очень долгое время, да, твой талант, он незаменим. Если бы я тебе предложил, да, сделать такую технологию, где через 100 лет можно будет тебя снова увидеть на сцене, и невозможно будет отличить, хотела ли бы ты сегодня сделать такую бы технологию, да, записаться, да, мы назовем ее искусственным интеллектом, чтобы на тебя посмотрели через 100 лет? Я бы на это ответила, вот техника дошла. Нет, конечно же, да. Почему нет? Потому что я считаю, что все, что сделано хорошо, нужно передавать следующему поколению. Если искусственный интеллект смог бы сохранять меня и кучу других людей именно талант, вот в таком понимании, это очень здорово. Это очень, я вот поддерживаю вот эту вот разработку. А сможет ли вообще сохранить этот вот твой клон, твой талант, вот твою душу? Ой, это вопрос такой риторический, потому что, ну, душа — это что-то божественное, и талант — это тоже божественное. Я считаю, что талант повторить точно нельзя, а сохранить, ну, не знаю, есть ли такой холодильник, куда можно его положить, заморозить. Мне кажется, вряд ли талант можно это если только, мне кажется, машина времени какая-то. Вот именно я со своей душой, со своими какими-то там особенностями и перенесусь на 100 лет вперед. А так, чтобы сохранить, я сомневаюсь. Ну, we will see. Ну, а допустим, нам нужно было выбрать только бы один какое-то твое одно представление, что бы ты выбрала бы? Какой балет мы бы смотрели с искусственным интеллектом? Один балет какой-то, один спектакль? Всего лишь один, да. Ой, я бы оставила бы «Жизель». Да. Ну, почему? Почему «Жизель»? А потому что это один из немногих балетов, который, ну, во-первых, он короткий. Это большой плюс. Зритель не устает. Я даже сама как зритель не люблю длинные балеты. И как исполнитель тем более. Во-вторых, там очень важная
тема любви. Вот как раз-таки мы с тобой на нем были. Тема любви красной нитью проведена, и там очень красиво во втором акте показано, что происходит с мужчинами, которые обманывают женщин. Они его до смерти затанцовывают танцы. Ну, Опасно, опасно очень. да, там красивая, ну вот такая тема, высокая любовь. Я считаю, что в этом мире все состоит из любви, и это очень важная вещь. И вот это вот я бы заморозила 100%, чтобы, ну, из поколения в поколение были вот эти вот ценности любви. А это все черпается из кино, из спектаклей, из песен. Наверное, вот, да, Жизель. Ну, смотрите, у меня есть большая разница, когда я смотрю балет по телевизору и когда я смотрю все-таки его в театре, да. А вот для тебя, да, вот нахождение зрителей в театре, да, когда мы напрямую разговариваем со зрителем, да, и зритель разговаривает напрямую с тобой, да, когда он смотрит представление. И если заменить искусственный интеллект, даже если люди придут в театр, даже если это будет ты как робот, где не отличить, останется ли то самое именно чувство, про которое ты говоришь, вот талант, душа, вот как она передается в балете? Передается зрителю? Ты имеешь в виду? Думаю, да, именно зрителю. Ну, вот это одна из самых, наверное, главных составляющих профессионального и талантливого артиста. Это когда он не просто исполняет. Ведь так-то, если технически смотреть со стороны, балет — это набор элементов. Какой-то набор элементов, исполняющийся под классическую музыку, под заданный сюжет, под сказки там Гофмана или там под музыку Чайковского. Вот. Но есть, кстати, я таких очень много вижу артистов, которые просто исполняют элементы. Мгм. И талант, вот, например, там Майя Плисецкая, сейчас намного много исполнителей, которые эту же Кармен могут станцевать технически, возможно, лучше, потому что время идет, и, естественно, техника балетная, она тоже растет. Но вот этой вот глубины, это даже вот очень сложно объяснить словами, что это. Наверное, это и есть талант. Вот это вот глубины образа, глубины чувств, то есть эффект на зрителя, что она, ну, танцует для тебя, что вот если она любит на сцене, то ты ей веришь. Если она умирает, то как будто вот прям она... Ну, то есть глубина актера. Мгм. Скажи, а вот что отличает приму от других вот людей, я бы сказал, участников спектакля? Почему вот именно прима балета, вот это что-то главное в балете? Ну, это, грубо говоря, как ранги. Девочки, когда приходят молоденькие в театр, 18-19 лет, по-моему, то они начинают с кардебалета, потом как бы выше, выше, выше идут ступеньки. Да, и самое высокое звание — это прима-балерина. Прима-балерина ведет спектакли. Это то, что вот она одна на сцене, и вокруг нее много красивых балерин. Все, конечно же, мечтают быть примой. Мгм. Вот мы говорили про иностранную, да, публику, и на самом деле нас очень много ребят смотрят именно за границей и интересуются и культурой русской, в частности. И, наверное, ну, самый яркий спектакль, который знают за границей, это «Лебединое озеро». Вот расскажи немножко про «Лебединое озеро». Что это такое? Вот это какая-то культура? Почему такой популярный? Почему вот все знают именно его? Но вообще вот существует 3 балета «Щелкунчика», которая считается классическим наследием, то есть это основа. Это все балеты Чайковского. Это «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». То есть, хотя это не связано с танцем, это связано с музыкой. Все эти 3 балета написаны Чайковским. «Лебединое озеро», но я считаю, что, наверное, спросите любого человека, балет равно «Лебединое озеро». Но это же красиво, согласись. То Это есть она поражает красиво. своим масштабом, да? Да, там есть сцены. Это как раз-таки это глубина образа. Это вроде бы танцует девушка, но она изображает птицу. Все остальные балеты, то есть если Жизель, то есть она же танцует человека, танцует молоденькую девочку, то здесь кардебалет и сама Адетта и Адилия, она изображает птицу. Это очень интересно. Я даже знаю, что раньше, чтобы быть похожими на лебедей, балерины наблюдали за лебедями. Есть у Ничего Анны себе. Павловой фотография где-то не в России,
по-моему, во Франции. Это знаменитая фотография, где она в обнимку с лебедем. Вот как-то вот символика лебедя очень ассоциируется с балериной, с балетом, наверное, по красоте. Лебедь — красивая птица. Я понимаю, что помимо, да, вот когда мы видим само представление, все-таки там работает огромное количество людей, да, и мы не видим, кто за кадром, да, вот мы не видим, что происходит, все репетиции, да, там, хореографов. Вот про хореографов расскажи, вот тяжело работать с ними, или все-таки это уже взаимодействие профессионала с человеком, который пытается поставить танец? Что вот работа с хореографом в балете? Ну, хореограф вообще, я поправлю, это тот человек, который ставит, это постановщик, хореограф. Вот здесь, кстати, вопрос к искусственному интеллекту, как, наверное, и в режиссуре, и в кинематографии, может быть искусственный интеллект. Я думаю, что в скором времени, ну не в скором, но лет так через 100, я думаю, туда будет внедряться и будут новые постановки именно искусственного интеллекта. Потому что это сюжет, ну то есть это возможно, да. А то, о чем ты меня спрашиваешь, наверное, о педагогах. Те люди, которые меня готовят, которые там вкладывают душу, ну то есть это какие-то святые люди. Я считаю так, что это, вот ты представь, то есть я как исполнитель, я получаю цветы, я получаю лавры, меня все любят, обожают, мне вот это вот все. Но заслуга-то педагога, а он за кулисами, то есть его порой даже никто не знает. Так же, как тренера, допустим, там наших спортсменов, чаще знают спортсменов, а все остальное, то есть тренер, он за кулисами, его никто не видит и чаще всего не знает. А кто еще за кулисами, кроме педагога? Вот кто еще там у нас находится? Там очень много людей, там массажист, там доктор, обязательно стоит там коробочка экстренная медицинская, если вдруг, часто бывает, нужно заморозить ножку где-то там и выходить на сцену. Ну и люди, гримеры, люди, которые тебе помогают одеть, снять костюмы. То есть большая команда достаточно. Это целая огромная команда, которая делает наше представление. Вот скажи, я понимаю, что, в принципе, можно сканировать, да, и Катю, да, и показать этот балет там через 100 лет, но было бы ли тебе интересно сделать все-таки танец уже сейчас, допустим, с каким-то искусственным интеллектом, который танцует, наверное, лучше всех, да, как партнер? Какие бы у тебя эмоции бы это вызвало? А что значит танец с искусственным интеллектом? Это как? Ну, представь, есть какой-то робот, допустим, который абсолютно похож на человека, да, он абсолютно делает и выполняет идеально все, скажем так, элементы в балете, да, и вот говорят, вот нужно с ним потанцевать, да, вот. Есть какая-то разница, вот танец с человеком, да, вот, или все-таки танец, давай пока назовем его роботом, потому что сейчас тяжело нашим зрителям представить, что в скором времени роботы будут и прыгать, и играть в футбол, да, хотя такие кадры, видео, ребята, уже можно найти в интернете. Это вполне реально будет в скором времени. Было бы ли тебе интересно, или все-таки это что-то другое? Ну, я уверена в этом, что именно в балетном искусстве искусственный интеллект вряд ли сможет создать какого-то робота или какое-то подобие. Но это в любом случае будет робот, подобие артиста балета, который создаст хоть маломальскую конкуренцию человеку. Потому что, ну, балет — это душа. Душа, ты ее не можешь клонировать, ты ее не можешь повторить. Душа — это божественное. Божественное также не может повторить искусственный интеллект. И также талант. Вот слово «талант», вот, сложно объяснить двумя словами, что это. Я считаю, что это дар Божий. Даже вот есть люди, называемые Богом поцелованные люди. Те, которые входят в правильную дверь, в нужное время, в нужное место. Опять-таки, это я не представляю возможным повторить это искусственному интеллекту. Я думаю, что это невозможно. Поэтому пока есть артисты, я, конечно же, выбор мой падает на человека. Если там лет через 200, но опять-таки, я считаю, что если туда внедриться именно в исполнение
не в постановку, не в декорации, не в техническую часть, а именно в исполнение внедрится искусственный интеллект, то искусства этого не будет. То есть, в принципе, нельзя сказать, что искусственный интеллект и искусство могут как-то сравняться, да? То есть такой вопрос, я бы сказал бы, сложно, потому что искусственный интеллект умеет рисовать хорошо картины, сейчас уже сочиняет неплохо некоторые мелодии, но вот что касательно такого высшего искусства, да, мы говорим и про классическую, естественно, музыку, мы говорим и про балет, я все-таки думаю, что ему очень далеко, либо даже если он такой будет умный и талантливый, все равно человек, скорее всего, там является главной фигурой. Да, да, потому что, опять-таки, это вопрос к тому, сможет ли искусственный интеллект создавать талант. Я думаю, что он сможет создавать на потоке что-то вот такое вот много, как это, масс-маркет. А талант, как люкс, он не сможет создать, потому что, опять-таки, это дар свыше. Я считаю, что талант — это дар свыше. Ты порой не понимаешь, откуда вот бывают люди, ну, не буду говорить совершенные, но бывают иногда такие таланты, что ты не понимаешь, как это в одном человеке вообще помещается, откуда это. И таких людей очень много, и это, ну, никак там сгенерировать, придумать, создать там какую-то молекулу. Я считаю, что это невозможно. Это божественное. Ну хорошо, допустим, он не сможет стать, да, талантом, выступить на сцене, а сможет ли он найти талант? Вот, допустим, есть огромное количество детей, которые хотят попасть именно на большую сцену, там, большого театра. И, конечно же, понимая, что педагоги влияют, да, очень сильно, с кем вы работаете, да, вот. И на самом деле оценка тоже очень важна, да, вот ребенка изначально. Искусственный интеллект может помочь как-то понять, какую тренировку там выбрать, да, какого там, возможно, педагога, или в частности, есть ли у него талант, есть ли у него шанс. Ну, с этой стороны, наверное, да, потому что есть определенные критерии изначально, если мы говорим про детей. Там в определенном, допустим, в 10 лет есть определенный список критерий, то есть там длинные ноги, узкая кость, генетика. Смотрит порой, не порой, а всегда смотрит на родителей, то есть обязательно должна быть хорошая генетика. Ну и данные, которые я не буду профессиональными балетными терминами разбрасываться, то есть там должен быть хороший шаг, прыжок и всякое такое. Я думаю, что это возможно оценить искусственным интеллектом, именно данные природные. В этом плане да. То есть искать. Но сейчас, знаете, вот я готовлю ребенка в МГАХ в поступление, там настолько жесткий отбор, там на одно место чуть ли не 500 человек, поэтому я не думаю, что они нуждаются в искусственном интеллекте. То есть, в принципе, да, да, скорее всего, когда большой, да, ажиотаж. А вот если посмотреть с точки зрения, наверное, этики, да, вот люди создавали огромное количество, да, произведений, да, там в балете мы говорим, работы, там, скажем так, немерено, да, нашими словами. Вот когда мы создаем, мы, люди, которые работают с искусственным интеллектом каждый день, мы думаем об этике. Мы можем заменить уже большое количество людей. Да, ребят, мы можем это сделать, но мы думаем именно об этических нормах. Пришло ли время это сделать? Вот как ты считаешь, если вдруг там, через 3-4 года, да, будут просто приходить, будете на сцену, смотреть балет, будут танцевать роботы, к примеру, это этично или это все-таки неправильно вот, с точки зрения... Я вот, наверное, отвечу на примере. Я также очень люблю моду и проведу такую параллель. Сейчас такое время, но оно уже давно наступило, где-то с 2007 года началась такая тенденция, что именно мода, такая высокая мода, такой вот, я не говорю о люксе, а о высокой моде, это разные вещи, она стала уходить. И она стала уходить в тот момент, когда мода равно бизнес. То есть когда к моде начали относиться как к бизнесу, к зарабатыванию денег, а не как к искусству. Если мы там говорим про времена Коко Шанель, там Диор, то есть они к этому относились как к искусству. Они ездили в другие страны, смотрели там на цветы, делали коллекции, вдохновляясь там какими-то сюжетами. То сейчас очень важно делать что-то на поток, много, чтобы это покрывало чьи-то там какие-то, как говорится, хотелки, чтобы это все, ну, как бы покрывалось, и чтобы это было бизнесом.
Поэтому сейчас мода, она очень страдает, высокая мода, я имею в виду. Я думаю, что то же самое и с балетом. Как только туда прорвется искусственный интеллект, если это он сможет сделать, даже хоть какую-то, даже вот если, допустим, останутся артисты, солисты, которые будут вести спектакль, а кардебалет поставит какие-то там искусственный интеллект, уже, мне кажется, зрителя это будет отталкивать, и это, да, это не эстетично, потому что разве можно назвать искусственный интеллект искусством? Хоть это синонимы своего рода, но это все равно, это разработка же, правильно я понимаю? Это Ну да, какое-то, да. это технология. Да, все. Это земное. А искусство — это что-то, что вот очень многие вещи, говоря об искусстве, невозможно объяснить словами, потому что это что-то такое вот прям в воздухе летает. А это вот эти вещи земные. Поэтому я против внедрения. Тут я с тобой поспорю. А вот, допустим, да, если мы говорим про даже иностранный рынок, там балет не особо хорошо представлен, да, я вот долгое время прожил и в Канаде, ну, понятие балет в Канаде — это очень разное понятие. А вот мы сделали клон, допустим, тебя, и начали тебя клонировать по всему миру. Допустим, возьмем Дубай, да, Дубай. Вот, там же ведь тоже есть, как говорится, такие новшества с балетом, да, я знаю, что они пытались привести балеты в Дубай. Вот расскажи свой опыт, я помню, что ты тоже была в Дубае, у вас были какие-то проекты. Вот что такое для иностранцев балет русский? Ну, я там жила какое-то время, у меня там был институт балета. Я приехала туда в то время, когда там не было такого Дубая, как сейчас. То есть там было мало людей, и это было поле такое, пустое поле, то есть ну, по всем бизнесам, по всем там всего было мало, там всего было в недостатке. Но искусство — это, конечно же, в первую очередь. И да, я хотела туда, в Дубай, оперу привозить наши театры, чтобы у них, ну, так же, как и у нас, был репертуар свой, не просто как бы как концерт разово, а чтобы были репертуар «Лебединое озеро». Но это не увенчалось успехом, к сожалению или к счастью, потому что, ну, наверное, рановато. Я считаю, что это лет через 10-15 они до этого дойдут, потому что у них на данном этапе искусство им не интересно. Я имею в виду именно местного населения. Конечно же, те, кто сейчас там живет, они нуждаются. Там даже есть такое у русских людей культурное голодание, потому что там нет театров, там нету опер, там нет такого разнообразия, как в России. Ну, получается, что если там люди не смотрят балет, они его там особо и не танцуют. Ну, вот я говорю про то, что если, скажем так, даже в образовательном, да, вот моменте, допустим, музыку сейчас, в принципе, можно найти репетитора с помощью искусственного интеллекта. Я думаю, что в ближайшем будущем, если ты хочешь стать музыкантом, в принципе, педагог не нужен. Я думаю, что искусственный интеллект вполне реально сможет помочь как минимум освоить азы. То есть не стать профессионалом, но азы. Вот в балете вот также можно освоить азы. Или все-таки педагог должен присутствовать постоянно, руководить, там, рассказывать все? Ну, вот знаешь, у меня был такой опыт. У меня была ученица кореянка, я ее готовила к конкурсу в Эмиратах именно. Вот. И потом я, когда переехала в Москву, мы пытались с ней заниматься в онлайне. Я вот не представляю это возможным, как можно именно вот этому искусству, может быть, качать пресс, приседать, даже, может быть, нет-нет, и медитировать, но именно балету, потому что там это такая вещь, где вот, ну, руку я выстраиваю до пальчиков, то есть каждый пальчик имеет свое место. Это очень сложно сделать через экран. То бишь, искусственный интеллект и обучение балету, мне кажется, это будет 100%, потому что, наверное, в это время, про которое мы говорим, про будущее, наверное, все обучение на это перейдет, но это не будет... Вопрос-то не в обучении, вопрос в результате. Это будет результат так себе. Вот тогда вопрос, балет, получается, будет все-таки эксклюзивная такая, да, вот Да. даже наука, нежели... Элитарная, есть такое слово, да. А я бы сказал, что, в принципе, клонировать и масштабировать балет с помощью искусственного интеллекта, возможно, не имеет смысла. Или все-таки, если будут люди больше смотреть балет, даже пускай вот за границей, да, где вот нет такого
даже культуры балета, да, то есть детей в школе, если придешь там в Канаде, спросишь, что они не знают, что такое балет на самом деле, вот, они его никогда не видели, скорее всего. Может быть, хотя бы научить знакомить с балетом, вот там мы можем какое-то новшество привести. Ну, я не могу сказать ничего про Америку. Мне кажется, там это просто не в контексте, не в стиле. Это просто не модно. Так во всем мире балет испокон веков, это еще с наших царских времен. Балет — это роскошно, это, как сейчас модно говорить, лакшери. То есть это такое, это помимо, даже взять наш Большой театр, помимо того, что люди ходят туда смотреть спектакль, это еще, согласись, модно. Модно, современно, это элемент роскоши, элемент того, что ты в тренде, ты все это вот красиво оделся, пошел. Так же и в Европе. У меня там в Эмиратах было очень много учениц интернациональных, у них дома стоит рояль. Допустим, по-моему, это была Швейцария, из Швейцарии девушка. У нее на стене, не у русского человека, висит Плисецкая. Для нее это классно, вот быть рядышком с этим искусством. Вот как раз-таки вот это вот слово, которое я говорила, элитарность, это даже быть рядом, как-то вот знать. Сейчас очень модно разговаривать о балете. Сейчас куча всяких сообществ, где вот просто собираются, и кто вот что говорит. Вот я знаю там Кшесинскую, там Павлову. Есть Сильвия Гилем, это, кстати, к своему стыду, по-моему, это британская балерина. Это как наша Майя Плисецкая, очень талантливая. Это единственная звезда, которая вот не русская, которая вот мне нравится. Она действительно была очень талантлива. Ну хорошо, вот я, допустим, опять перенесу себя в театр. Есть у нас прима. Вот. А вот юноши, как вот юноши в балете? Где их место? Вот мне интересно. Ой, это очень, на самом деле, смешная тема, потому что если снимать, допустим, из-за кулис, вот представь, танцует пара, то есть ты в любом случае на первом плане, ты видишь красивую балерину, размахивающую ногами туда-сюда, делая пируэт, там туда-сюда, то есть она дико эстетична. Но сзади торчат его ноги. И если они широко расставлены, чтобы он не упал, и он ее активно как бы держит в позиции, то есть там с ним эстетики связано ноль, когда они в дуэте. То есть там акцент идет на балерину. Но у него есть, конечно же, шанс самовыражения, это его вариация. То есть они сначала вдвоем танцуют по ДД, вдвоем, потом он соло и она соло. Ну, получается, что юношам в балете достаточно тяжело. И вот мой вопрос был, когда про партнеров, вот, и мне было интересно, могут ли все-таки партнеров хотя бы заменить искусственный интеллект? Вот там, есть ли в этом хотя бы надежда? Ну, если искусственный интеллект создаст хорошего держателя, поддержатель, он же еще делает поднимание наверх балерины, это тоже физический труд сложный. Поэтому... Может быть, но нет. Наверное, все-таки нет. Ну, а какие переживания есть вот перед выходом на сцену? Вот что вот больше всего тревожит? Ой, в этот момент вообще проскакивает все, что ленточки. Ты переживаешь, что у тебя развяжутся тесемочки на пуантах. Костюм. У меня был один раз момент, что упало перо с головы и прям попало в глаз. В этот момент я вращалась. Ну, вот эти вот какие-то детали, что на сцене часто бывает, что что-то случается с костюмом, что-то там такое, поэтому... Ну и, естественно, за свою технику. Но это как и везде, как и актеры любые. Чем чаще ты выходишь на сцену, потом это становится просто твоей рутиной, работой ежедневной, и ты уже испытываешь только наслаждение. Ну, если вот работа, балет, да, а как вот основная жизнь? Есть ли какие-то вот, наверное, переживания, что вот я столько времени потратила на балет, но вот где-то что-то я не успела, да, либо хотела, но не смогла? Я на самом деле достаточно рано ушла из профессиональной балетной карьеры именно по этой причине. Чтобы все успеть, меня всегда интересовала и другая сторона медали, и жизнь обычного человека, потому что в балете, конечно же, у тебя специфическая жизнь.
и она в основном, то есть я понимала, что если я останусь, то есть вот есть определенный как бы мирок, и мне нужно в нем кружиться, это и работа, и личная жизнь, и все это внутри театра. Мне это было, ну не то, что неинтересно, мне этого было мало, поэтому я сделала свое дело, я станцевала то, что я хотела, и ушла. Ну, это вот про твою школу благородных манер, насколько я помню, да? Да, Это именно тот да, проект. да. Вот расскажи, я помню, мы чуть-чуть начинали об этом разговор, на самом деле, но он меня почему именно поразил, потому что он действительно попадает в точку, да? Вот скажи чуть поподробнее, я потом чуть попозже позадаю вопросы, но вот именно про него мне интересно. Так, ну это мы сейчас передвинулись опять в Эмираты. Да, у меня был проект «Школа благородных манер». Я была идейным вдохновителем, то есть это полностью моя была идея, она была вот как-то соткана из жизнедеятельности, то есть то, что я видела вокруг, там прям вот, как я говорила, культурное голодание, и создав этот проект там, я чувствовала, что это там вот очень сильно нужно. Это про этикет, это про... Ну, это теоретическая, это, грубо говоря, школа, теория, мода, галереи, то есть изобразительное искусство. И ну, этикет, как я говорила, умение красиво, хорошо общаться, красиво выглядеть. Ну, вот в таком как бы роде. Грубо говоря, это школа благородных девиц, как раньше было, только я переименовала на манеры. Там это не хватает. Именно про Эмираты я сейчас говорю, потому что это интернациональное место, и ты, наверное, знаешь, ты жил в Америке. Мне очень много американцев говорило, что там бы мой проект, он бы разлетелся на ура, потому что, ну, не знаю, может быть, кто-то со мной не согласится, но американским женщинам не хватает женственности. Сейчас вообще женственность — это, наверное, такая очень уникальная вещь. И европейцы тоже, арабы тоже. Арабы вообще стремятся быть рядом с русскими людьми именно по той причине, что мы создаем красоту. Ну, то есть у русских людей есть вкус, женщины хорошо выглядят, мы окультуренные люди, мы образованные люди, и они знают, что если мы что-то делаем, то надо быть с нами как бы рядышком. Да, на самом деле я хотел эту тему почему затронуть. Действительно, в Америке не хватает, наверное, вот культуры женственности, и как балет Россия, наверное, сохраняет эту культуру, и Да. благодаря ей мы можем видеть вот женщин. И в Америке была такая культура, и в 70-х годах, если посмотреть те же самые там фильмы, документальные фильмы, даже историю, да, глянуть, что Америка очень сильно была женственной в то время. Вот Да, сейчас да. это как-то вот растерялось. Это, наверное, вот про тот же самый культурный фон, что сейчас очень много всего меняется, да, то есть много информации происходит, и люди просто пока не могут разобраться, где что действительно важно. Но вот скажи мне, за границей, да, вот мы говорили про балет, это вообще реально, чтобы вот нашу культуру туда им как-то принести, рассказать, показать, что это важно, или все-таки это останется в России, вот эта вот любовь к балету? Я знаю наверняка наши любимые веселые друзья китайцы. Они в своей манере приехали в Санкт-Петербург к Николаю Максимовичу Цискоридзе. И они очень, ну, то есть они посмотрели двумя своими глазами и перевезли вот, ну, систему, нашу именно систему Вагановой обучения именно себе в Китай. То есть я сейчас говорю про китайцев. Если говорить про американцев, но уже весь мир знает вот эту вот систему Вагановой. У нас есть что-то твердое, это вот система обучения. Опять-таки, если поехать куда-то там за границей, то, возможно, и в Америке обучают по системе Вагановой, это наша система, и в Китае, то есть это тоже определенный как бы бренд. То есть я очень часто видела там обучение на английском языке, обучение по системе Вагановой, и там это какая-нибудь там Корея. Я думаю, откуда они знают? Ну, хотя с нами, именно со мной, очень много корейцев обучалось в академии. Ну, я считаю, что американцам это нужно, они к этому придут. Они стремятся, потому что я считаю, что ни один человек, тем более женского пола, да и мужского тоже, не откажется от красоты. Угу.
Ну, Америка такая страна, которая любит очень сильно инновации, да, где-то она, возможно, по каким-то параметрам может отставать, да, все-таки там большое количество людей живет. Но вот, а если ты представил бы балет, скажем так, лет через 100, 200, 300, он бы поменялся бы, либо как классическая музыка, наверное, бы остался на том же самом, я бы сказал бы даже не уровне, а вот, вот в этой же вселенной, он бы как бы застыл в истории. Ну, сложно сказать. Ну, наверное, вот если отсчитать 100 лет в минус, 100 лет назад, это как раз-таки времена там Кшесинской, наши царские времена, Павлова, Анна Павлова. Ну, Анна Павлова, она была такая очень эстетичная балерина, то там была абсолютно другая эстетика, и если на это смотреть, то ты будешь думать, то есть они были такие крупненькие, они были маленькие, крупненькие, то есть антипод сегодняшнему времени. И это тогда считалось эталоном красоты. По мне, 100 лет назад это не так давно же. Это не, ну, то есть это не так давно. Мне страшно представить, что можно улучшить сейчас в балете, потому что он настолько уже идеален, то есть и по фактуре, и по... Я единственное, что очень бы хотела, чтобы сохранилось классическое наследие, то, что создано много как бы веков назад, и чтобы это сохранилось навсегда. Вот постановки именно, записи каких-то там танцев, вот. А то, что поменяется именно в исполнительстве балериной, не знаю. По мне, сейчас идет такой пик, сейчас такие технические вещи сложные исполняют. Это порой похоже даже на спорт. То есть такие там раньше 2 пируэта, сейчас 4. Раньше 32 фуйта, сейчас 32 фуйта двойными. Ну, то есть вот такое вот. Представить, что через 100 лет они будут крутиться на пупе, допустим, наверное. Но тогда получается, что если балет будет так вот развиваться, да, как ты говоришь, будет меняться культура, это уже, наверное, будет другой балет, да, вот мой такой самый первый вопрос, хотим ли мы все-таки сделать, да, из тебя клон и все-таки видеть тот настоящий балет, да, все-таки мы же смотрим артистов, да, открываем тот же самый, ребят, YouTube, и смотрим артистов, которые выступали тех же самых, там, 10, 15, 20 лет назад, да, эти их концерты, слава богу, они и записаны, да. Вот душа, да, душа, чувство. Ты говорила про любовь. Вот. А что для тебя есть любовь на самом деле? Вот. Любовь, любовь — это мир, это все, вокруг чего мы живем, существуем, общаемся. Все состоит из любви. Ну, если, конечно же, ты сам с любовью живешь, живешь красиво и с любовью. Ну, если как бы ты не слепой человек и ты не жесткий, мне кажется, что ты очень много будешь ощущать и видеть вокруг любви. Я очень много вижу любви вокруг. Но порой, когда человеку, допустим, сложно или какие-то там у него происходят сложности, то, конечно же, сложно на мир смотреть с любовью, и ты, конечно же, в ответ видишь, как, конечно же, наверное, не любовь. И, ну, очень многое зависит от внутреннего состояния, из какой колокольни ты смотришь на этот мир. Можно с разных сторон смотреть даже вот на вещи, даже на этот стол, мне кажется, можно с разных ракурсов смотреть. Ну, вот такой у меня будет вопрос на самом деле. Вот не больно ли было уходить с балета? Больно было моим родителям, потому что они привыкли, это сложный на самом деле вопрос такой, когда они привыкли, что они родители одаренного ребенка, им тогда их чествовал Путин, им дарили какие-то там, раньше была программа «Одаренные дети» называлась, и вот их приглашал, он их что-то там дарил, какие-то там плазмы, что-то, и они к этому привыкли долгими годами, что они вот прям крутые. Вот. И когда, ну, я это решила, то, конечно же, сложно было вот с родителями уладить этот вопрос. Вот. Но я тут же пошла учиться в МГАХ,
это на высшее образование хореографом. То есть это все очень рядышком. Не то, что я ушла из балета и пошла печь пирожки. То есть нет. Ну, а вообще, можно ли ждать какого-то возвращения, возможно? Нет, такого не бывает. Мгм. Это тот случай, когда есть вход, нет, наоборот. Есть выход, нет входа. То есть вышел, все. Конечно, нет. Вот. Я думаю, что мы готовы к финальному моему вопросу. Wonderful. Мы знаем, что технологии, да, они развиваются очень так стремительно сейчас, да, и с одной стороны ученые понимают, что есть прогресс и может принести много пользы, с другой стороны может принести много вреда. И вот, допустим, Екатерина, императрица всей Земли, да, приходит к ней секретарь и говорит: вот наши ученые, да, изобрели вот такую вот штуку, посмотрите. Вот вы бы в тот момент разрешили бы искусственный интеллект, либо сказали: еще пока не время? Я, наверное, бы отсрочила, насколько это было бы возможным. Только по одной вот я рассказала вам про моду, и могу рассказать вот на примере, как вот в контексте моды это деньги, когда вот во что-то высокое искусство внедряется как бы бизнес, как на это смотрят, как на бизнес. И мне кажется, если в балет внедрится хоть что-то, связанное с интеллектом, это убьет искусство. Я в этом прям уверена на 100%. Потому что это искусство талантливых людей. Талантливых, эксклюзивных. Вот талантливый человек, он один в 100 лет примерно. Я недавно слушала, я про Дягилева, наверное, знаешь, я про него знаю все и даже больше, но недавно слушала интересную такую лекцию именно про его жизнь, именно как про его бизнес, как у него все вот это вот тогда шло. Я немножко расскажу о нем, про Дягилева, может быть, ты не знаешь. Конечно, Это, да. наверное, это первый продюсер, который вот сейчас эта профессия, чем он занимался раньше, называется продюсер. У меня очень много музыкальных продюсеров, это моих друзей. Но в чем вот разница? То есть тогда, когда он это начинал делать, ему очень был важен результат. Он вывозил наш русский балет за границу. Он первый там а-ля Рус, вот этот вот знаменитый, он первый показал спектакли. И ему настолько было важно, как это будет выглядеть, он настолько туда вложился именно душой, кстати, деньгами своими. И его была самая главная цель – заплатить зарплату балеринам. Он получал с этого 0 и даже кредиты. То есть он не рассматривал это дело как бизнес, он рассматривал это, что мы должны прогреметь. И благодаря ему мы тогда вот в эти годы как раз-таки вот а-ля Рус стала мода на русские наши даже принты, вот этот вот гжель, красивые всякие, и, естественно, балет. Он погребен, по-моему, сейчас во Франции, и балерины у него на могиле вешают сейчас пуанты. Я этого не знала. Каждая балерина ему говорит спасибо за то, что он настолько возвысил балет. На самом деле, Дягилев очень большой вклад внес. Но я к чему это говорю? То есть вот его было продюсирование. И сейчас продюсирование – это бизнес. Поэтому я не вижу Дягилева, я не вижу Чайковского, я не вижу еще какого-то вот такого вот как бы большого имени. Поэтому вот все, что касается искусства, там, где внедряются какие-то, во-первых, деньги, это как-то вот не связано с деньгами. Во-вторых, искусственный интеллект, он, конечно же, разрушит эту высокую вот эту вот нить, когда ты уходишь после спектакля, и еще 3 дня думаешь. Если там будет искусственный интеллект, ты не будешь думать. Ты просто одним словом скажешь «классно» или «не классно». И все. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание. С нами сегодня была Екатерина Радина. Надеюсь, мы ее увидим в следующих тоже подкастах и будем раскрывать каждую тему более детально, более глубоко. Катя, большое тебе спасибо. Спасибо, Да. что пригласил. Всё.